Здравствуйте! Сегодня хочу показать вам игру MotoGP 19. Более конкретно расскажу про карьерный режим. В целом, на мой взгляд, игра сделала большой шаг вперед и в плане графики, и в плане физики. Хочу похвалить отдельно оптимизацию. Я лично играю на максимальных настройках. И, по-моему, в игре даже ни разу не видел просадки FPS ниже 100. Заходим в карьерный режим, нажимаем продолжение карьеры. В моем случае я езжу первый сезон, но использую про карьеру. При создании карьеры вы увидите, там будет вариант выбрать обычную, по-моему, и про карьеру. Основные отличия про карьеры — это то, что вы не можете сделать длину гонки менее 50% от ее реальной протяженности. В данном случае это 12 кругов из 23, но бывают варианты, так как длина треков разная, поэтому варьируется. Вы не можете выбрать конкретные погодные условия, то есть они всегда рандомные, всегда случайные. Может быть солнце, может быть дождь. Вы не можете отключить износ шин. Также вы не можете использовать автоматический старт. То есть вы должны либо включить передачу, либо отпустить сцепление, как только погаснут светофоры. Все это делается в ручном режиме. Есть наказание за фальш-старт. Также есть, скажем так, наказание за срезку круга и либо выезд за пределы трека, то есть за поребрик. В моем случае я играю на стрикт, это более сложная версия, то есть как бы тут наказания очень строгие. Едва заехал колесиком, круг не засчитался, например, на квалификации и свободных практиках. Также в гонке вы можете случайно или специально сократить какой-то поворот, там срезать и так далее, и это время будет вам засчитано в минус после финиша, то есть как бы там начислится определенное количество секунд. Далее мы идем в раздел разработки и улучшения мотоцикла. Соответственно, здесь несколько вариантов улучшений. Это по мотору, по раме, по трекшн-контролю, торможение двигателя. Это все электроника и антивилли. Очки, которые, если видите, правый верхний угол, Development Points, вы зарабатываете в ходе тестов на свободных практиках. Чем больше тестов вы сделаете, тем больше за один уикенд очков вы получите. Соответственно, по идее, если выполнять все тесты на всех свободных практиках, еще до конца сезона вы уже сможете открыть все улучшения. Далее, что еще здесь есть, это как бы текущее положение по чемпионату. Это то, на каких этапах как вы выступили, видите. То есть Катар у меня был 9 место, Аргентина я выиграл, США 12, Испания 6, Франция 4 и так далее. Здесь все это можно посмотреть. Вот эта фиолетовая полоса посередине, соответственно, это, грубо говоря, когда вы подписываете контракт, там есть определенные условия. Нужно финишировать не ниже 15 места в данном случае для КТМ. И если вы будете постоянно финишировать ниже 15 места, то есть вы рискуете потерять место в команде. У меня она полностью заполнена фиолетовым, так как я постоянно как бы во всех гонках, кроме Великобритании, финишировал выше, даже победил несколько раз. Что еще можно здесь посмотреть? Здесь что-то подобие новостей каких-то после гонки пишут. Так очень кратко, просто, видимо, чтобы заполнить место какое-то или разнообразить. Здесь стандартно все, как бы вы смотрите положение в чемпионате по очкам, по производителям, по всем классам можете посмотреть. Так красиво, достаточно интересно все сделано. Собственно, здесь больше и нечего рассказать. Как бы далее я предлагаю пройти уже на трек, посмотреть, как это все в деле работает. У меня сейчас идет, соответственно, 14 этап. Это Гран-при Арагона, Испания. Я очень люблю эту трассу, но давненько на ней не катался. Сейчас посмотрим. Я использую такие настройки. Это, грубо говоря, вы можете выбрать, сколько свободных практик будете откатывать. Вармап будет, не будет, гонка и квалификация. То есть я обычно оставляю одну свободную практику, так как успеваю, в принципе, вкататься, уже сделать тесты и как бы понять, какие настройки буду далее использовать, чтобы не терять время. Нажимаем дальше и переходим к сессии. Есть какие-то там новости пишут внизу. Remember that the riders who have recorded the 10 best times over the first 3 rounds will pass directly to the second. Здесь, кстати, имеет смысл посмотреть на погоду и температуру трека, потому что я как понял, то есть в течение сезона действительно влияет это на поведение мотоцикла на треке, то есть на выбор шин. Как бы это нужно иметь в виду. Если холодно, помягче лучше использовать. Вот сейчас жара, я думаю, что более успешно будет на каком-то более жестком компаунде. Вот основное меню.
То есть, что вы можете здесь выбрать? Ну, Go to Track это понятно, выезжаем на трассу, катаемся. Здесь вот как раз тесты, о которых я говорил, можно использовать 3 вида тестов. Это, грубо говоря, на знание гоночной траектории, если так грубо перевести. То есть 10 очков, если вы проедете кривовато, и еще 10, если вы проедете и уложитесь в указанное время, которое вы видите, но точно по траектории. Далее Race Simulation, ну, соответственно, это гоночная симуляция. Нужно уложиться 5 кругов, не заезжая за пределы трека, то есть чтобы они засчитались и вложенное, ну точнее в указанное время, то есть минут 51-180. Все 5 кругов должны укладываться в это время. Если V3 завершает, соответственно 10, если все 5, то еще 10 очков разработки мотоцикла идет. И здесь, ну, Quick Lap Simulation, соответственно, вы должны проехать быстрый круг. Один, ну, рекомендую использовать мягкий компаунд, то есть мягкую резину. И нужно один четкий быстрый круг завершить. Там ниже минуты 50-0,89 в данном случае. Обычно я начинаю именно с этих тестов. Если вдруг не знаешь траекторию, то есть в первом тесте ее подсветят. Там, в дальнейшем покажу, как это выглядит. Можно подучить траекторию. Ну, здесь положение в текущей сессии, соответственно. Пока еще никто никакое время не установил. Все в пит или выехали, или в питах находятся. Соответственно, также видите здесь резину, то есть компаунды, которые использует данный конкретный гонщик. То есть в основном это вот Маркес на Hard, Лоренс Hard и так далее. Все на жестко решили. Ну, жарко типа. Еще есть Track Engineer, то есть это непосредственно настройка мотоцикла. Я, естественно, все вручную делаю, потому что примерно понимаю, что за что отвечает. То есть здесь выбор резины идет. Можете выбрать несколько компаундов и несколько комплектов, то есть каждый комплект стирается, и вот, скажем так, ограниченное количество колес на весь уикенд, то есть на практику, на квалификацию, на гонку, это все, что есть, поэтому имеет смысл использовать с умом, но обычно хватает за глаза. Настройка подвески, то есть это преднатяг пружин и так далее по высоте, то есть мы регулируем, чем выше или ниже будет передняя часть мотоцикла, так же как и задняя, то есть это влияет на управляемость. Здесь настройки по вилке, это сжатие и отбой, соответственно, наоборот, вот это отбой, это сжатие. Задний амортизатор точно такие же настройки и жесткость пружин, то есть передней вилки и заднего амортизатора. Также есть настройка угла наклона рулевой колонки, соответственно, это изменяемая геометрия, получается, можно чуть длиннее, можно чуть короче, и также, ну, влияет на остроту управления, много всяких параметров. Что еще? Ну, гейрайтио это, соответственно, настройка коробки передач, то есть чем длиннее или короче будут передачи, то есть вы, если хотите увеличить именно разгон, то используйте максимальное количество этих нижних ползунков, то есть на плюс идет. Это увеличение разгона в ущерб максимальной скорости. Ну и в обратном порядке это точно так же работает. Чем ниже, соответственно, тем длиннее передача, медленнее разгон, но выше максимальную скорость. То есть нужно покататься, понять, хватает вам этой скорости или нет, разгона или нет, и также регулировать по каждой передаче по отдельности. Тормозная система настройки. Здесь есть выбор из двух видов тормозных дисков, ну, собственно, как и в реале, то есть 320-340 мм и задние 200 и 220 мм. То есть, как бы я обычно, если в дождь, использую меньшие тормозные диски, они менее цепкие, но более контролируемые, что в дождь важнее. Настройка электроники. Соответственно, здесь, ну, какая настройка? Traction Control, 4 режима, торможение двигателя, 4 режима и антивилли. Это все можно также изменять в процессе езды. Вот. Также, кстати, есть такая опция, как Guided Setup, то есть, грубо говоря, вы говорите, что вам нужно исправить, то есть в чем есть какая-то у вас проблема, и автоматически подстройка идет уже непосредственно компьютером, ну, то есть вашим гоночным инженером, по сути. Я, как бы, честно говоря, не пользовался этим, потому что примерно понимаю, что нужно, там, прокатившись несколько кругов. Так, Weekend Management, ну, тут понятно, все то же самое, что я вам показывал ранее, то есть, грубо говоря, какую сессию выбрать и так далее. Что ж, начнем.
He's returned to the pit. Я завершил первый тест, но пришлось, правда, сделать небольшие изменения в настройке, потому что мотоцикл очень сложно управлялся. То есть поменял немножко перенатяг и жесткость и отбой. Вот, также поставил заднюю жесткую резину, потому что из-за жары очень большой износ был. Сейчас вот примерно равномерно идет между передним и задом. То есть это наиболее удачная конфигурация в данном случае. Свободные практики завершены. Я показал время ниже, чем 12 место, и поэтому попадаю в первую квалификацию. Первые два места из первой квалификации попадают в основную квалификацию, где уже будут бороться за стартовые места с основными конкурентами. Начинаем первую квалификацию. Чтобы показать быстрейший круг, естественно, ставим самую мягкую резину и наперед, и назад. Также для этих целей отредактируем немножко настройки подвески. Чуть пожестче ставим перед и зад. И немножко отредактируем передаточное соотношение. Нам в сторону большего разгона. Ну, в дальнейшем будем пробовать. There he is, heading out on track. We'll soon find out whether he's looking for a quick lap time or whether he's trying out something for the race. Первая квалификация завершена. Я на первом месте. Опередил Фабио Квартарaro на Ямахе на 0,1 секунды, что очень мало. Вот, поэтому достаточно напряженно будет во второй квалификации. Посмотрим, что я могу показать.
За 2 минуты до конца сессии Андреа Довициоза обогнал меня на 1,5 сотые. Можете посмотреть, насколько близко расположились That's the три end of the первых second места. and last Поэтому qualifying я session, стартую and со we can второго, что finally очень see the даже grid неплохо. positions that await. Перед началом гонки погода немного испортилась, и трек остыл до 32 градусов. Но я все же оставил переднюю резину в средней жесткости, а заднюю самую жесткую резину, чтобы хватило на весь заезд. Посмотрим, как получится. In their place on the starting grid, and everything is ready to start the race. Just a few seconds to go, and the lights at the Aragon track will signal the start of the race.
Как вы могли видеть, гонка была очень сложной, учитывая мои ошибки на первых кругах, включая фальшстарт, который дал мне плюс 5 секунд к моему зачетному времени. Я приехал на третьем месте с большим трудом, и в итоге плюс 5 секунд я переместился на 9. Ну, как бы справедливо, я сам виноват, ошибся на старте. Вот что значит про карьеры, и у вас нету возможности сделать рестарт. Ну, хочу заметить, как бы это первый сезон MotoGP, это КТМ даже не заводской. Я считаю, что гонка была интересной, сложной и достойной. Очень надеюсь, что вам понравилось. Пишите комментарии, пожелания, может быть, что-то еще нужно вам показать, рассказать. С удовольствием это сделаю. Всего хорошего, до свидания.